Всем привет, меня зовут Нуржан, вы на канале Skywalker Studio. В этом видео мы разберем, как задать текстуры для ваших поверхностей. Текстуры вы можете скачать с сайта textures.com. В моем случае мы будем наносить их на камень, то есть создавать из него камень. Поэтому выбираем Rock, это будет Mossy Bowler, вы можете скачать любой. Да, я заранее загрузил текстуру на свой компьютер. Для начала мы создаем шар, увеличиваем его в плоскости и будем создавать поверхность AI Standard Surface. Из загруженных текстур, окей, это я скажу после, в Color мы выбираем путь к файлу и выбираем из загруженных 4 текстур файл под названием Albedo. Также у нас есть Normal, нормаль наша, Roughness и Displacement. Для начала мы в вкладке Color будем задавать основной цвет. Это albedo.tif файл. Чтобы посмотреть, как он будет выглядеть на viewport, мы включаем текстурирование. Не очень, да? Заходим в Arnold, и в Arnold он будет отображаться, немного отсвечивая. Да, я заранее уже добавил 2 света по бокам, поэтому он выглядит вот так вот. Далее мы в Specular заходим в Roughness, и в Roughness мы задаем файл под названием roughness.tif. Это будет Этот файл придает текстуре небольшую шероховатость, такую неровность. В Color Space нужно будет поменять с RGB на RAW, в Color Balance включить Alpha из Luminance. И то же самое для вкладки Color, где мы задавали Albedo, поменять с RGB на RAW и включить Alpha из Luminance. Далее мы будем задавать в AI Standard Surface Displacement, то есть будем выдавливать. Во вкладке Displacement мы выбираем путь к файлу, создаем файл. В этом файле мы будем задавать путь к файлу текстур. Будем выбирать displacement.tif. Ой, виноват. Height, то есть его высота, height.tif. И да, в Arnold он будет выдавать сразу такие большие объемы. Здесь мы меняем также RGB на RAW. Alpha из Luminance здесь включен. И Alpha Gain мы будем уменьшать до 0,05, потому что 1 это достаточно много. Так, можно заметить, что он стал немного выпуклым. Извиняюсь. Далее мы будем придавать нашу нормаль. Это мы заходим в геометрию, Bump Mapping, задаем файл. В файле выбираем путь к нашим текстурам. Да, меняем на Tangent Space Normals и включаем Flip J Channel. Flip R мы не должны включать. Выбираем галочку с Flip R в Arnold. И нормально она обычно выглядит как такая радужный такой файл, вид картинки. Да, заходим в наши текстуры, выбираем normals.tif, он будет отображаться вот примерно так. И уже что-то получше у нас вырисовывается в Arnold. Да, здесь также меняем RGB на RAW, становится немного светлее. Уже видны шероховатости, все неровности. И вот так вот он выглядит в Arnold с разных сторон.
Да, вот такой вот шарик у нас получился. Ну, на самом деле, если вы можете заметить, у него текстуры на его полюсах будут вообще ужасно отображаться. Так, здесь мы заходим в Hypershade. И. Пу-пу-пу. Да, достаточно долго я работал, пытался сообразить, как же задать нормально текстуры. Здесь в дисплейсменте мы можем также немного увеличить scale его, размер дисплейсмента с 1 на 1,5, думаю, будет достаточно. И вот так вот он выглядит в Arnold. Да, долго я пытался сообразить, как задать нормально текстуру, чтобы она была одинаковая, то есть по всей поверхности, но в случае шара это она будет выглядеть так, как выглядит на ее полюсах, она искажается. Вот. Да, во вкладке, если мы зайдем в саму сферу, Sphere Shape, во вкладке Arnold мы найдем подкладку Subdivision и Type Cat Clark нужно будет выбрать и увеличить значение от 1 до 3. Это мы якобы задаем чуть более четче, делаем нашу текстуру, нашу поверхность, отображение нашей текстуры. Это как бы увеличивает ее полигоны, но не увеличивает на самом деле. То есть количество полигонов остается тем же, но я не сильно этого разницы такой заметил. Здесь мы придаем уже размер нашего будущего камня. Заходим в вкладку Mesh, делаем его немного глаже, то есть Smooth, включаем Smooth. И уже во вкладке Sculpting мы будем задавать наши неровности, выдалбливать их, делать более похожим на камень. Да. Он будет выглядеть нормально по бокам, но выглядеть ужасно вот на его полюсах. Да, поэтому их как-то либо надо будет скрывать, либо понять. Если у вас есть ответы, я буду рад, если вы скажете, как их избежать неправильного нанесения текстур. Так, далее мы будем сглаживать наши неровности, делать более похожим на такой большой валун, на камень. Вот. Искал на самом деле туториалы по созданию камней, но что-то подходящее я таки не нашел, поэтому пришлось соображать саму, пробовать, пытаться. Поэтому получается то, что получается. Да, вот так вот он будет выглядеть у нас. Здесь выбираем другой инструмент и сглаживаем. Здесь я пытаюсь сгладить одну из его поверхностей. Якобы он высечен сбоку. Но так себе, если честно, получилось. Вот. Ну и далее будем смотреть, как он выглядит на итоговом рендере. Вот примерно вот так вот. На самом деле... да, кстати, мы задавали 4 вида текстур. Это Albedo, Normal, Displacement и Roughness. Но у него есть и 5-я, которую вы также можете скачать на сайте textures.com. Сейчас мы обратно перейдем на тот сайт и будем скачивать дополнительную 5-ю текстуру. Она называется Ambient Occlusion.
Но для начала здесь мы немного уменьшим его массу в AI Standard Surface. Weight мы снижаем с единицы до где-то 0,1. Ну, так он становится чуть более похожим на камень затемненный. Да. Здесь я уже играю с другими параметрами. На самом деле, так у меня не вышло подобрать такую же текстуру, как указано, как это выглядит на сайте, либо же разрешение не позволяет, потому что они разрешают скачивать только 1024 пикселя, это максимальное, то есть за бесплатно. Итак, далее мы заходим. Да, для начала мы сфотографируем в Арнольде до изменения, то есть мы будем задавать его объемный свет, Ambient Occlusion, в переводе объемный свет. Вот так он выглядит до. Сейчас мы прогрузим, сфотографируем для сравнения до и после. Так, заходим обратно в наш Mossy Bowler и выбираем 5-ю текстуру. Почему не сразу это сделал? Потому что я это нашел ответ, для чего же она применяется немного позже. Вот Ambient Occlusion, мы его скачиваем. 1024 на 1024 это максимум наш бесплатный. Перекидываем в папку с нашими остальными текстурами. И здесь нужно будет зайти в Hypershade, то есть нажимаем на наш камень, на нашу модельку. Да, здесь мы делаем фотографию до. Заходим в Hypershade. Загружаем все наши поверхности. И вы видите, в Base Color у нас идет нить только от одного файла, который был назван Albedo. Так, здесь мы должны будем включить, с помощью Tab, нажать на Tab, задать новый файл. Файл в скобках Texture. В самом файле мы выбираем путь к нашей папке и файл под названием ambientocclusion.tif, наш объемный свет. И place to D texture, он нам не нужен, он должен быть один. И этот у второго файла мы удаляем, у объемного света. И с помощью Ctrl и средней мышкой, зажимая Ctrl и среднюю мышку, с колесика, то есть мы перекидываем его ноды к новому файлу. Этот путь от Albedo к Base Color мы удаляем. И нужно будет задать AI Multiply, который будет соединять два наших файла в один. И Out of Color мы переводим к Input 1, и Out of Color второго файла к Input 2. Здесь Out of Color мы подключаем к Base Color. И сейчас мы загрузим, как это будет выглядеть с объемным светом. Да, нужно было немного времени для рендера. И вот так вот вы видите до и после. Он задает такой более контраст, более такой, видимо, объем, что ли. С объемным светом он выглядит лучше. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Буду рад. Пока!